Тогда поехали. Давайте, пацаны, за крипту, во-первых, выйдем сразу. За крипту. Давайте. Обязательно. Этот год знаковый. Этот год знаковый. Будет или уже? Халвинг был. Халвинг. Битка, да? Да, это знаковая вещь, как Олимпиада. Ну, как ты считаешь, мы увидим в этом году биток по 100, по 150? Это дело неблагодарное. Прогнозы финансовые, это ближе к гадание, да? Да, к Бабе Ванге. Скажи, что будет. Будет, я скажу, да. 100 тысяч. Каждый хочет услышать то, что он хочет, поэтому я скажу, он будет. Да. Рад вас видеть. Мы сегодня будем говорить про крипту, да, но не просто про крипту, а про криптобизнес в Польше, потому что вы этим занимаетесь профессионально, и наша задача сегодня зрителям показать, рассказать на пальцах, как им запустить такой бизнес, либо не бизнес, а какую-то там занятость, да, если это P2P. Хотя P2P бывает разное. Бывает такая занятость, что можно заниматься себе там на BMW новую, допустим, или машину, или квартиру в Дубае. Поэтому наша задача сегодня разобраться с этими всеми фокусами. Давайте 2 слова каждый скажет про себя. Кто, откуда, почему, как. И дальше полетим по вопросикам. Окей. Зовут Артем, в Польше уже почти 3 года. Я из Беларуси, и в Беларуси преимущественно работал в банковской сфере, вот, а в Польше уже после переезда работал в компании консалтинговой, которая в том числе и открывала фирмы, обслуживала, и в дальнейшем мы уже с Кириллом, то есть, открыли криптофирму, о которой сегодня будет идти речь. Вот, ну, в принципе, все. Окей. Ну, у меня другой путь развития. Я бизнесмен, с Артемом знаком с 12 лет. Мы занимались... Ага, причем ты с ним с 12, а он с тобой нет, понятно? Да, нет. Да. Занимались вместе мы спортом, борьбой долгое время. Ага, класс. Дзюдо. Да, развивались по жизни во многих направлениях. Только уже в сознательном взрослом возрасте он пошел по банковской сфере, а я по бизнесовой. Угу. Естественно, бэкграунд был в кучу направлений, кучу всего, но с 2016 года я так или иначе в крипте. То есть первая моя компания была открыта в 2017 году, мы занимались сборкой, настройкой майнинг оборудования. Параллельно, естественно, мы уже занимались помощью покупки, продажи криптовалют в 2017 году, потому что мы из Беларуси, опять же, скажем, тогда был подписан декрет, таких аналогов в мире не было, тогда это был прорывной декрет в Беларуси, полностью освобождавший от налогов, полностью регулирующий эту сферу. Это был прорыв на то время. На сегодняшний день он устарел, и это слезы. Сегодня Польша, Европа вообще в этом плане намного продвинутее, поэтому я год назад со своей криптотематикой перебрался сюда и двигаюсь дальше с Артемом вместе, потому что конкретно вот банковская, юридическая часть, лучше его никого нету. А ты Спасибо. при этом закрываешь какую часть? Я практик по крипте. Я все, что касаемо вот крипта, вся внутрянка, все подводные камни, это я. Окей. Как вы считаете, открывать, запускать какой-то свой криптобизнес, криптозаработок, назовем его так, в Польше, это сейчас лучшее место или нет? Или есть еще какие-то конкурирующие страны? Ну, давайте объективно, да, тоже быть. Есть ли еще что-то? Ну, я вот слышал про Кипр, допустим. Все покажет время. Но на сегодняшний день полная лафа это в Европе. Конечно, будет зарегулировано. Уже известно, что в октябре месяце будет очень все сложно. Да. Послушай, Артем ответит, это его больше. На польский рынок входит МИКА. Это европейский регулятор, который сейчас уже во многих странах работает Европы. Что будет меняться? Основное, что уже известно, это ведется лицензирование КНФ, комиссией надзора финансового. Изменится то, что сейчас, например, ты получаешь не лицензию, ты получаешь впис, ты получаешь запись в реестре виртуальных валют. Заявительный принцип, ты заявляешь, что у тебя есть определенные документы, которые требуются, и в течение, как правило, 10 рабочих дней ты уже появляешься в этом реестре, и ты с этого дня уже можешь работать. Сейчас уже изначально ты должен
получить это лицензию. В смысле, с октября, да, будет вот этот закон, Да. где тебе нужно будет? Ну и тоже как добавить, пока это проект. Проект закона, сейчас идет еще доработка, обсуждение, но те компании, которые сейчас зарегистрированы в реестре, к примеру, у них будет какой-то временной лаг. То, что прописано в проекте, если ты уже будешь в реестре до октября, ты сможешь еще работать до конца 2025 года. По старым правилам. По старым правилам, Да. но ты должен как бы уже понимать, что это крайний срок. Окей. А новые правила еще раз какие будут? То есть какие будут ограничители? Или вы говорили про сумму, помните? В первую очередь сумма, да, уставного фонда это 125 тысяч евро, которая сейчас заявляется. Как это будет? Возможно, какие-то будут доработки в виде страховки на эту сумму. Это, возможно, введется. Плюс есть уже какие-то варианты работы. К примеру, если компания, которая уже получила этот статус, сейчас расскажу больше про статус, это будет статус МИП, малая институция платежная, и КИП, краевая институция платежная. МИП ты сможешь работать только по Польше, КИП по всей Европе. И те компании, которые уже имеют лицензию, будут иметь, ты, как, к примеру, с другим юрлицом сможешь у них работать, взаимодействовать как агент, то есть работать под их лицензией. Типа B2B внутри B2B, окей. Да, вот это как бы такие основные изменения. Окей, соответственно, логика такая, что те, кто впрыгнут до октября, еще успеют до 2025 поработать по более упрощенным форматам, в том числе с 5000 злотых, условно, да, там. Уставного фонда, да. Максимально легкий порог. Ну да, 5000 злотых капитал, просто впис в реестр, который там за 10 дней делается, да, и, ну, как можно, работая в Польше с польской юрисдикцией, да, и работая с криптой, на чем можно зарабатывать вообще? Какие бывают конструкции? Это, я так понимаю, к тебе. Давай я попробую. Ну, структурно основной вид заработка – это обмен крипта фиат в наше время в Польше, конкретно на сегодняшний день. И обмен крипта фиат, он может вестись как с наличным, так с безналичным видом. Наличный вид — это мы все видели обменники, такие как простые банковские обменники, где есть курс покупка, есть продажа. Обменник Кантор, да? Да. Заработок всегда ведется, точнее маржа всегда высчитывается в разнице этих двух курсов покупки и продажи. Это мы видим заработок Кантора. Есть вариант полной автоматизации, это криптоматы, которые едят меньше арендной площади, работают 24/7, не имеют больничных. Тоже, я думаю, в Польше, кто находится, все их видели, они прям массово представлены. Есть вариант P2P разделов на биржах, кто хотя бы раз пользовался биржей, должны были замечать. Такие есть, грубо говоря, доски объявлений, где люди онлайн выставляют, сколько у них есть USDT, и пытаются там выставить свой курс покупки, кто-то в обратную сторону продажи. И по этим объявлениям можно откликаться, сдавать крипту или покупать крипту. А можно идти по пути того, что ты создаешь эти объявления. По сути, ты как обменник создал 2 объявления, покупка-продажа, и у тебя все тоже Кантор. Ты можешь вести эту операционную деятельность, находясь в любой точке планеты фактически. Тебе нужно предварительно только все это оформить. Укомплектовать, да. Ты можешь организовывать работу точно так же 24/7, условно, там 3 сотрудника по 8 часов. Но в этой сфере прям очень много подводных камней, вот, благодаря которым просто так сюда не зайти. Или же, то есть 2 путя тут развития. Мы получаем опыт своим путем, который может стать долго, дорого и небезопасно даже для некоторых, то есть вплоть до уголовных преследований, не зная, что может... А у вас были такие кейсы у кого-то? Да, много. Интересно, расскажете потом. Очень много. Люди к нам приходят со слезами, есть такие кейсы. Прям, и мы всегда говорим: ребят, ну почему вот сразу бы не обратились к нам, и мы бы вам разжевали
есть вещи, которые, мы готовы разжевывать просто бесплатно, просто позвоните, поговорим, что-то подскажем, расскажем, потому что, есть крайне такие неудобные вещи, как залив грязи. Все знают, что есть эти телефонные мошенники, например, Да. Когда вы выставили объявление, телефонный мошенник дает реквизиты какой-нибудь бабушки, которую он надарил, бабушка заливает все деньги вам, которые у нее имеются, потом пишет заявление, и мы имеем большие проблемы с этим. И ловят вас, потому что на вас залили. Нам блокируют все счета, блокируют все наши средства, и разбирательство может идти больше года. То есть мы теряем рабочий инструмент, мы вмораживаем деньги, мы имеем проблемы, мы имеем стресс, полная токсичность, негатив. Это самое неприятное в нашей сфере. Отлично. Вы досмотрели до этого момента, значит, вам действительно интересен бизнес в Польше. Поддержите нас, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий и подпишитесь на наш канал. А если вы реально настроены делать бизнес в Польше, то мы можем вам в этом помочь. Во-первых, в формате обучения у нас есть классный обучающий продукт по старту и ведению бизнеса в Польше. Во-вторых, консультацией. И в-третьих, услугами. Регистрация компании, ИП и налаживание бизнес-процессов. Внизу под видео вы найдете все ссылки и продолжаем смотреть выпуск. Как в PIT-38 сделать развлечение, связанное именно с трейдингом крипты? Ваше мнение? На самом деле, если у тебя, ты купил, грубо говоря, в начале года монету, в конце года продал, да. У тебя на эту разницу процент составляет 19%. PIT-38, ты его подаешь, ты это можешь делать сам, по сути. В ситуации бизнеса P2P, когда у тебя идут десятки, сотни, тысячи операций, конечно, это будет делать проблематично. Вот у нас, например, мы в партнерстве работаем с бухгалтерией, которая клиентов в последующем обслуживает, криптокомпании. Они в том числе подают и этот PIT. То есть там платится определенная сумма, они за тебя рассчитывают, ты его платишь. Если уже про физиков, о легальности деятельности. То есть это легально, нет каких-то запретов, нет сумм прописанных, с которыми ты не можешь работать. Но если у тебя пойдут большие объемы по физлицу, это может привлечь внимание налоговой, которая будет запрашивать, откуда деньги, что за операции. И в принципе такая деятельность, которая идет систематически, ты на нее должен получать уже, легализировать ее. То есть, потому что это уже выглядит как не шабашка просто, а как системная предпринимательская деятельность. И будь добр, оформи ее либо как ИП, либо компания, да? Да, а по сути, как если купил в трейдинге за $100, продал за 150, от $50 заплатил 19% и вроде бы спишь спокойно. Тут надо разделять. Есть классический спотовый трейдинг. То есть, когда мы инвестировали в монету какую-то, курс вырос, мы обратно ее продали, зафиксировали прибыль, и купил за 100, продал за 150, мы зафиксировали прибыль. А есть фьючерсная торговля, это уже так называемый более... С плечом, да? С плечом это... Аналогии это ставки на спорт, на самом деле. Я люблю это проводить параллель. То есть мы ставим, что будет завтра. Куда пойдет, вверх или вниз? Какой будет завтра результат. Конечно, если мы имеем какую-то экспертизу, анализ рынка, какие-то секреты, кулуары. Или интуицию просто. Или интуицию, мы что-то можем заработать в этой жизни, но процент людей, которые зарабатывают, он меньше 1%. В принципе, в этой всей фьючерной истории. Если мы берем спотовую торговлю, то зарабатывают люди, которые играют в долгую, которые инвестируют в такие классические монеты, как, даже просто назову одну, биткоин. Если мы возьмем эту аналитику, то зарабатывает большинство. Именно в долгую, которые инвестируют. И, допустим, мы купили, прошло 5 лет, мы зафиксировали прибыль, то есть итого вложения у нас были заморожены 5 лет. Или те, кто хотят по-быстрому срубить много здесь и сейчас, они 99% все теряют. Он может, как в казино, одномоментно поднять куш, но итого, статистика по больнице, он все потеряет. Окей. И поэтому мы будем сегодня делать упор на P2P как самый прогнозируемый и понятный способ зарабатывать на этом спреде, да? Да, мы просчитываем наперед. Мы, даже есть такая у меня аналогия, как товарный бизнес, то есть мы можем купить товар дешевле,
продать его дороже. Да, это как мы наперед аналогия просчитываем, сколько мы сверху имеем. То есть, А ты можешь цену поставить намного больше, или ты все равно где-то в рынке должен быть? Ну, условно, я хочу USDT продать, да, кому-то, свой USDT за фиат. Я все равно смотрю, у кого какие ставки, правильно? Тут можно пойти путем еще отдельного направления обмена валют. Это когда ты сделаешь свой, например, онлайн-обменник. Если ты заходишь в P2P раздел, ты видишь конкуренцию, ты вынужден анализировать рынок и подстраиваться под реалии, если ты хочешь объем. Если ты хочешь прям вот свои курсы, то тебе создавать свой рынок, свой да, бренд, свой спрос. Да, ты должен гнать на него трафик, уметь этим заниматься, это отдельная история. То есть, если мы берем биржу, то там трафик существует, но там существует большая конкуренция. Да. Если мы идем своим путем развития своего портала, там, обменного онлайн, который листится, например, на таких сайтах, как BestChange, которые берут у нас большую сумму залоговую, когда они за нас как поручаются. Гарантия, да? Да. Кстати, для всех совет. Не меняйте деньги в онлайн-обменниках, если он не присутствует на сайте BestChange. Вот прям сейчас... Это как знак качества, да? Да, это... Они верификацию проводят. Очень серьезную верификацию, да. Очень Хотя серьезно. сайт такой, ну, как бы устаревший, да? Очень устаревший. Как это... Не Zen Money, как же, помните, еще первая валюта была в Рашке? WebMoney. WebMoney, поняли? Да, WebMoney и Best Exchange. Дизайн такой, да. Но они выросли, и они номер один в мире по листингу криптообменников. И если с вами что-то случается, вы всегда можете написать суппорт, доказать, что с вашей стороны вины нету, и вам все возместят. То есть тут можно быть спокойным. Сейчас очень много гуляет в сети, особенно в Телеграме, спама по поводу того, что сейчас мы вас научим арбитражу с круга 20%. Вы покупаете там... Это в месяц или... За круг, за 5 минут. С круга. Да. То есть это в месяц, типа, может быть 1000%? Сумасшедшие цифры. Условно, да? Условно. Обычно обыватель видит, знает, что это где-то реально, он знает, что существуют такие операции, что где-то можно купить дешевле, где-то можно продать дороже. Вот тебе пишет в личку человек, ты думаешь, чем же он мотивирован? Он говорит, ты все делаешь, платишь мне процент с прибыли, тебя это успокаивает, ты веришь в то, что он тоже мотивирован тем, что получит свою прибыль. Вроде бы звучит. И он тебе, возможно, даже первый раз и закинет. Он тебе поможет зарегистрироваться, если ты не зарегистрирован на каком-нибудь Binance, поможет купить монету, поможет эту монету перевести на какой-нибудь обменник. Но если мы не знаем, что существует такой сайт, как BestChange, и мы просто ему слепо верим, что вот этот обменник дает курс на 20% выше, мы тестово забрасываем, там, условно, $100, нам приходит в ответ 120, мы видим, что все понятно, схема работает. Все работает, и таких случаев прям миллиард, но в определенный момент, когда мы начнем увеличивать наш банк, этот обменник скажет: все, до свидания. Всем спасибо. Всем спасибо, все свободны, да. Да, и обращались, и в Инстаграме нам пишут люди, которые как раз описывают вот именно такую ситуацию. Я разместила, там девушки, последний раз девушка писала, разместила, да, получила прибыль, потом, еще раз решила заработать. На следующий круг, да, пошла? Да, уже как бы человек пропал, что делать? И, кстати, по поводу что делать, у нас в команде есть и юрист, который помогает именно с этой ситуацией, потому что это дело уже идет в полицию, но чтобы грамотно это все преподнести, рассказать, тут уже лучше... Могу даже обрисовать портрет средней жертвы. Это девушка. Девушка? Серьезно? Да, девушка. Это Я думал, девушки в такое не играют. Вот именно девушки больше всего на это ведутся. Офигеть. Да, и на них выходят особенно мальчики, которые их находят в Телеграме, на сайтах знакомств, тут прям сплошняком. Да, с хорошими фотографиями, там, Дубай. Да, понял. И девочки прям максимально ведутся, заливают все деньги. И самое интересное, что они покупают изначально тоже USDT у нас в P2P разделе. И когда их уже кидают, момент, когда уже все... Где-то там, да, на какой-то... Да, где-то там их кинули, они идут, пишут заявление.
полиция разбирается и видит, что монету она купила у нас. Изначально. Да, и мы имеем проблемы, нам блокируют счета, нам блокируют все деньги, заводится уголовное дело, и мы страдаем по полной программе. Да, но ты как продавец там не выступаешь как бы обвиняемым. Ты выступаешь как свидетелем, но просто минус ты эти деньги, которые ты мог дальше работать, крутить, они заморожены. И поэтому у вас несколько компаний или нет? То есть я думаю, что в таком случае делать? Мы работаем... Как вы диверсифицируете риски? Мы заранее верифицируем пользователей. С них email какой-то мы берете? опрашиваем, спрашиваем, зачем вам нужна эта крипта. То есть вот так делаем. И мы знаем средний портрет жертвы. Это, еще больше скажу, процентов в Польше 90% это польки. Тоже девушки. И некоторые продавцы просто пишут, что с польками не работаем. Просто Серьезно? массово, да. У тебя должна быть очень крутая статистика на аккаунте, то есть он должен быть давно создан, много положительных Типа отзывов. на аккаунте чего? Binance? Польки. Binance, да. Личный Окей. аккаунт Польки, которая зарегистрировалась и покупает тебе криптовалюту. Если она вот только зарегистрирована, многие просто сразу отказывают, говорят, наработай статистику, поработай с другими, кто там готов хай-риск такой на себя взять. То есть у нас есть алгоритмы работы, их на самом деле очень много. Есть даже специальные программные софтовые вещи, благодаря которым мы анализируем нашего контрагента и выявляем сразу, минимизируем риски залива грязи. Поэтому риск с нами поиметь проблем гораздо меньше. Ты просто уже... Плюс ко всему у нас есть закрытый чат, где у нас 43 уже человека, которые занимаются P2P, и они между собой даже там вот такой-то клиент, контрагент скидывают, другой уже знает, что с ним не нужно работать, и мы по этому чату вот с Кириллом, это, грубо говоря, идет у тебя 24/7 поддержка, то есть они постоянно могут задавать вопросы такого рода, вот прислали, что спросить, там, как сделать, потому что алгоритм есть, да, не каждый там его прочитает, но все равно какие-то вопросы появляются. Окей, а вот давайте сейчас тут остановимся, как раз добьем эту тему. Вы говорите, у нас вот это есть. Это что? Это обучение, вы там, да, мы обсуждали? Текстовое, видео, живое, плюс это услуга. во всех вариациях. Аудио. Объясните ваш продукт, что у вас купить могут, да, вот люди. База знаний. Давай это опыт. на примере. База знаний. Сколько стоит? Ну да, на примере. Вот у нас самый... Куда заносить? Потом расскажем, счет скинем. Самый продукт, который найдет для новичков, он стоит $7000. Там в него входит обучение с нуля. К примеру, у нас есть, там, например, клиент. Мы в октябре с ним начали работать. Он, как бы с криптой он был знаком, касания были, но конкретно P2P не занимался. Белорус, вот, и он сейчас уже, наверное, с января или февраля P2P разделе он уже мерчант, который работает. Вот, он пришел и с нуля, то есть мы, как бы, он приехал просто с паспортом, то есть от получения песеля и до открытия фирмы, открытия счетов, регистрации в Binance, получения статуса ПРО, и он сейчас работает, из Беларуси. То есть и доволен, ну вот это один из примеров, которые... Ну и вы это сделали в формате услуги. То есть как бы я вот не хочу разобраться, это обучение или услуга, или и то, и то? У нас есть живой телеграм-чат и отдельно есть канал. В канале мы в одностороннем порядке пишем все разжевывающие, обучающие материалы. Мы проводим онлайн-сессии с каждым индивидуально. В принципе, когда мы только приступаем, я вживую за руку веду человека, как и Артем, когда вот человеку нужно там он приезжает на вокзале, мы встречаемся. Да, Артем его встречает, организует трансфер, он выступает как переводчик, если нужно, за руку полностью по всем банкам, по всем, везде, где нужно. В общем, Артем вводится клиент за ручку, да, потому что клиент, когда человек приезжает, в принципе, не зная язык, ему сложно будет даже там, купить в магазине что-то, для него это стресс. Здесь по всем этапам, первый этап, там, например, получаем песель, открываем счета, Кирилл также
подъезжает, встречается лично, уже начинается обучение, вплоть до там изначально он помогает зарегистрироваться на биржах. То есть они могут приехать, просто... И какой портрет этого человека, который готов $7000 заплатить и поверить и уверовать, во-первых, вам, а во-вторых, в крипту, правильно? Он же должен уверовать сразу в две вещи. Какая у них мотивация? Расскажите больше. Можно поделить их, прям есть градация. Давай. Есть совсем нулевые, которые... Они что-то видели, что-то слышали, за кем-то наблюдали, очень хотят, потому что многие даже, знаешь, видя нас, они опираются на каких-то блогеров, которые рассказывают там про трейдинг. Я же сразу говорю, окститесь, забудьте это слово трейдинг, никогда к нему больше не подходите, только если это инвестирование в долгую. Я только это приветствую. Про остальное, я просто... Это для меня спам-фильтр, я про трейдинг не разговариваю. В принципе, это бред. Это казино, лудомания, все оттуда. То есть и он заработал деньги в какой-то другой сфере, правильно? Там эти 7000. Вполне возможно. Или где-то вполне украл. Возможно, и просто... в этой. Украл в трейдинге, заработал. Не, понимаете, я прям пытаюсь... Я могу несколько описать портретов. У нас есть персональный тренер. О, интересно. То есть вот он, теперь у него образ есть. Персональный тренер. Да, человек, который играл в покер. Два их. Два. Которые и два персональных тренера. Переходят из одной сферы во вторую, либо добавляют себе, либо добавляют, Люди видят в криптовалюте, конечно, перспективу. Эта сфера только развивается. И у них есть вложения, с которых они хотели бы зарабатывать в перспективе, обучиться. У нас есть из похоронной сферы этого человека. То есть они хоронили людей там в формате услуги? Они менеджеры, там были на каких-то... Заработали деньги и там теперь в крипту переходят. В похоронной сфере они хорошо зарабатывают, но... Да, это самый стабильный бизнес. Вы знали? Все верно, все верно. Родиться и умереть — это две самых стабильных. Конечно. И болеть, ладно. И он супер высокодоходный, то есть заработки там... Высокомаржинальный. Да. Жалко, что там нельзя как в P2P по кругу делать, да? 20% каждый раз. Есть, с плечом. Есть кто был майнером, был инвестором. То есть когда-то человек инвестировал в крипту, там условно у него есть холодный кошелек, так называемый, там, например, Ledger. Он когда-то синвестировал, у него капитал вырос, он, в принципе, с криптой уже вот на таком базисном уровне знаком, и он понимает, что ее крипту можно менять, что ей пользуются. Есть люди, которые из товарки, есть люди, которые из автомобильной сферы. Очень много сейчас машин оплачивается тоже благодаря крипте. То есть на этих аукционах ты имеешь в виду? Да. Сейчас, например, в Украине есть запрет на вывод денег за границу. Есть на заграничные транзакции. Есть, такая же история из Беларуси, есть такая же история там со всеми странами СНГ, на самом деле, там где-то меньше, где-то больше. То есть все видят в этом преимущество, кто-то скрывает просто свои эти перемещения средств, кому-то надо там купить, условно, 3 квартиры в Дубаях, и их же в Дубках. Их же в сумке не повезешь. Да. Поэтому... Окей, понятен портрет. Еще портрет. Некоторые мужья решают занять своих жен с дополнительным заработком. Тоже есть такие примеры. И чтобы они работали на P2P. Они в P2P работают, и дополнительно. Вот у Кирилла, наверное, такой даже пример. Его жена работает... сам лучший ученик. Нет, так она твои заработки видит. Конечно. У нее, у твоей жены, я думаю, мотивация другая. Она увидела твой результат просто и такая, думает... Да, она понимает, что я лежу дома, залипаю в телефон, и у меня вся работа идет. Да. А Binance крутится, да? Да. Окей, давайте про способы тогда. Пойдем дальше, про способы оформления. Как это все предприятие можно оформить? Первое, как уже говорили, это работать как физлицу, но здесь уже... То есть с большими суммами ты не сможешь работать, соответственно, и не сможешь... вырасти в обороте. А на какой сумме ты отлетаешь уже обычно? То есть какие пороги? Вот таких порогов нет. Просто есть момент, когда, например, банк видит, что у тебя пошли какие-то большие обороты, он может сам решить, что это подозрение в каких-то преступной деятельности, противозаконной, и подать заявление в прокуратуру. На всякий случай, да? Да, чтобы посмотрели. И у физлица... сейчас затронем крипто-френдли банки.
у физлица нет возможности открыть криптофрендли банк. Это банк, который принимает компании, которые работают в сфере P2P, потому что это европейские банки. С польскими банками, наверное, попозже расскажем, какие есть проблемы. Они не криптофрендли, могут быть вопросы. И с лицензией, как компания, ты уже сможешь. Там неограниченные объемы. Банк, который понимает, чем ты занимаешься, и ты, соответственно, зарабатываешь, ты выходишь уже на европейский рынок, там работаешь с разными европейскими валютами. Окей. Короче, физическое лицо, что еще у нас есть? Физлицо, как уже говорили, подает ПИТ-38, и налог там будет 19%. Тоже здесь добавить про систему налоговой оптимизации. Давай, да. К примеру, в начале года у тебя там $1000, в конце года у тебя 1500. С этих 500, там, 30 декабря ты видишь, тебе надо будет 19. Но чтобы не платить, оптимизировать, ты эти $500 еще раз закупаешь USDT. Следовательно, у тебя в конце года тоже 1000. Итого у тебя налог выйдет 0. То есть ты как бы закупил товар, да? Да. Что такое USDT в понимании польского государства? Или налоговое, не знаю, кого там. Это цифровой актив, но ни в коем случае не финансы. То есть это некий цифровой актив. Да. А что еще цифровым активом может быть, например? Программное обеспечение. Программное обеспечение, да, кстати. То есть это вот сравни там крипта, программное обеспечение, какие-то видео, да, на шаттерстоках. Это же цифровой актив, кстати, да? Фотки шаттерстоковские. Все верно. Окей. На сегодняшний день это так. Но грядет, когда это признают все-таки финансами. Мы сейчас именно на текущий момент говорим. Да, понятно. Это будет окей, физик, что еще есть? Второй вариант — это уже юрлица, к ним же относится ИП. ФОП по-украински, ФОП, ДГ по-польски. Jednoosobowa działalność gospodarcza. Какой здесь минус, вот если сравнивать с юрлицом? Юрлицо, спулку, когда открываешь, у тебя 2 учредителя, у тебя ЗУСа нет. У ИП он есть. Налог... ЗУС, расскажи, что такое ЗУС, не все знают. Если общими словами, это аналог ФСЗН, соцзащиты. То есть соцстрахование, да, которое ты при ИП обязан будешь платить, а учитывая, что у ИП в P2P будут большие обороты, этот ФСЗН может составлять там около 1500 злотых в месяц. Вот. Налог, здесь идет уже шкала податкова, потому что тоже также большие объемы, это будет 19% подоходный. И... От чистой прибыли. От чистой прибыли. От чистой прибыли. И третий вариант — это спулка. Идентично будет... здесь идет до 2 миллионов евро, налог будет 9, как и в спулках обычных, которые работают по другим видам деятельности. Но учитывая, что обороты большие, как правило, идут, это будет 19% от прибыли. А насколько быстро можно 2 миллиона евро прокатить Именно от прибыли, это ж не оборот, это от прибыли. Что, 2 миллиона? 2 миллиона. Нет, 2 миллиона — это выручка, которая будет поступать. 2 миллиона — это от оборота, насколько я помню. Да. И насколько быстро их можно в P2P прокатить? Как вы думаете, по вашему опыту? Если у тебя есть уже крипто-френдли банк, и ты можешь... допустим, у тебя есть уже есть $1 миллион, то быстро. Как идет рынок, как быстро ты можешь распродать в день. Это же надо успеть транзакции эти все равно провести, верифицировать. Кирилл. Есть самый важный момент, что все реинвестируют. Вот массово. Никто чистую прибыль не выводит. Это та же система, по как сути. у физлица. Есть куча налоговых маневров, то есть мы можем цифровой актив наш отчуждать, то есть по бартерной системе передавать кому-то там за рекламу, например. Есть это прям вот большой пласт схем, которые... так скажем, есть серые, черные схемы, есть белые схемы в отношении крипты, но на сегодня это не является платежным средством. Мы не можем расплатиться за услугу, но мы можем, например, по договору обмена, бартера, кому-то это USDT. Условно, я тебе 10 тысяч USDT, а ты мне взамен сайт создашь. Или что угодно. Что угодно. Станцуешь, не знаю. Как мы на что мы сфантазируем, то мы так и оформим. Окей, понял.
Поэтому физлицо, ИП, да, и компания, каждый из способов и кому что подходит. Давайте покопаемся в этом. Кому что подходит. Да. Но здесь, например, ИП... Но вы за компанию, да, больше топите? Да. Расскажу почему. До конца этого года, если ты метишь уже на европейский рынок, хочешь расти, а не работать только по Польше, ИП уже не сможет открыть крипто-френдли банк, потому что он до конца года этого по Европе только может работать. Следовательно, крипто-френдли банки, которые нужны, они уже не принимают ИП, они заранее к этому готовятся. И что еще? То есть первое, это то, что сейчас и в будущем крипто-френдли банки будут работать только с компаниями. Второе, про ЗУС, да, ты говорил, что его можно не будет уже А ЗУС. что там с рисками? Если подают в прокуратуру, там, куда-то в суд, в случае компании и ИП, какая разница? Разницы нет, но плюс в юрлицах ты, когда имеешь уже впис криптовалюты официально этим занимаешь, в реестр, да. К примеру, поступает даже такая вот схема мошенническая, тебя допустим, вызывают... бабушку заскамили, да? Да. Бабушка пошла в прокуратуру. Ты когда физлицо, тебе надо сначала доказать, что ты не один из тех мошенников. Это в первую очередь. Когда ты приходишь с лицензией, ты официально этим занимаешься, ты показываешь все документы, и когда там идет сумма, например, 1000 евро, по законодательству ты должен верифицировать клиента, проводить опросник, ты предоставляешь все документы необходимые, что ты все сделал по закону, это значительно ускоряет процесс, понятно, от мошеннической схемы подстраховаться нельзя, но ты ее так быстрее решишь. Окей. Я добавлю. Давай. Я вопрос по-другому слышал. Чем отличается ИП по ответственности? ИП несет своей головой сам. Да, то есть это очень важно. Я хотел тонко подвести. Да, многие не знают, что ИП, он несет ответственность как человек, то есть на него могут завести уголовное дело, его могут лишить всего имущества, если... Таковое есть. Да, если сделать что-то грязное. Юрлицо... Либо случайно попасть в грязную схему. Ты сможешь ничего даже не делать. Юрлицо, в первую очередь, несет ответственность как лицо юридическое. То есть своим уставным капиталом. И имуществом, и также отвечают за все действия сотрудники, как, например, директор. Если мы на юрлице являемся только учредителем, не являемся сотрудником, не несем какую-либо ответственность за все действия юрлица, то самое простое, что мы можем сделать, это переоформить юрлицо, откреститься от него и уйти в закат. С ИП такого не получится. Ну да, ты не можешь откреститься от своего ИП, потому что это часть тебя. Да. Вопрос, сколько можно зарабатывать в этой теме, да, в P2P? Какие у вас есть кейсы? Градация очень большая, прям сумасшедшая. И интересно еще про стартовый капитал. Понял, сколько денег? Да. Порог входа крайне низкий. Это сколько? Арбитражить можно начинать вообще от $100, на самом деле. Тут вопрос, знаем ли мы хорошую спредовую связку, у которой есть большой процент заработка. Есть, как мы обсудили уже, арбитраж, например, физлиц, есть вид арбитража у физлиц международный, когда, например, простой пример, там с Украины человек конвертит как-то очень выгодно гривну, имеет высокую крайне доходность, и начиная там со $100, он может в Украине что-то дозарабатывать, имея банковские счета в Польше и зная вот эти вот пути, как ему крутить круги и увеличивать свой капитал, а капитал будет увеличиваться со сложным процентом, то есть если у нас маржа там 20%, а такое было и не раз, и оно повторяется периодически, то чем больше кругов человек сделает за день, а бывает такое, что человек может и 10 кругов за день сделать, и с доходностью в 20%, имея там какой-то мизерный банк $100, он будет расти прям неимоверно. По экспоненте. По экспоненте, и учитывая еще сложный процент. А деньги успевают за день там с разных сервисов вернуться тебе, как бы ты успеваешь это все физически
Да. То есть это все зависит от насколько хорошую мы связку знаем. Понял. И насколько сейчас рынок нестабилен. То есть высокие вот такие спреды, они появляются, когда на рынке что-то происходит. То есть когда... Типа растет крипта или падает. Да, когда прям рынок очень сильно штормит, какие-то новости новостные, там что-то в мире серьезное происходит, катаклизмы, войны, все вот это оно влияет. Сразу отражаются на рынке, да? Конечно. И появляются вот такие вот возможности заработка, и человек, который вот вовремя залетает, он может там сделать прыжок из бедности. И таких случаев я видел крайне много, когда люди там с минимальным капиталом или с капиталом 0, но имея там какие-то заимствованные деньги, вовремя становились очень богатыми людьми прямо вот на глазах. Это все тоже арбитраж, это все наша сфера. И если мы всегда в рынке, мы держим руку на пульсе, мы так или иначе узнаем, где какие появляются одномоментные возможности высокого заработка. А можешь какую-то дать связку сейчас, которая не актуальна, а была актуальна в прошлом? Вот что крутили конкретно? Условно там Revolut. Ладно, ты знаешь лучше, что я хомячок в этом плане, ты знаешь. Да, могу, очень много связок и с Револютом, и с Вайзом. Крутили ребята гривну, когда... Ну, она была... Это банальные были связки. Я думаю, многие в Украине, кто крутили, они... Ну, а вот какую-то можешь прям целую, прям сладкую связку дать, которая в прошлом была? Самую сладкую связку... Типа 20%, да, вот то, что ты говоришь, там, где спред. Давай я, наверное, с белорусской своей стороны скажу, что было. Какая разница? Был момент, MasterCard зафиксировала курс белорусского рубля на уровне, там за евро было 4,5 рубля. Как это вот воспринимается сейчас, наверное, тяжело, но... Тяжело, больно. Ну, математически сейчас. Когда рыночный в обменниках курс 3,2. Да. Как же так произошло? Получается, вот, например, Стас, ты тут в Польше, да. Я в Беларуси. Да. Я говорю, Стас, вышли мне, пожалуйста, по PSN-ду. Да. По PSN, да, по PSN вышли мне, пожалуйста, 1000 евро. Ты мне высылаешь. Я получаю себе на белорусскую карточку 4500 белорусских рублей. Я иду в обменник и назад 1000 евро откупаю за 3200. Там. Окей. Классно. Да, это вот было и существовало месяца 4. И можно было прокручивать. 4 месяца прям спред держался 20%, и это было супер банально просто. Люди крутили, не в себя, зарабатывали. Главное, чтобы не отлетал этот PaySender, да? Самое важное. Это была публичная оферта PaySender. То есть он давал такой курс обмена, но когда они схватились за голову и поняли, что творится 4 месяца подряд, я просто с каждым днем все думал, ну когда это уже прикроет, ну как это может существовать 4 месяца? Ну как, это же просто... Можно зарабатывать. Ну по-любому, наверное, потом Стасу сделают пересчет и заблокируют деньги на карте, счет заблокируют, подадут в суд, и они все это сделали. Да. У них... Ты когда карточку подвязываешь к PSN, там у них есть возможность списывать деньги у тебя, потому что она же привязана. Да. И они могут тебе отрицательный баланс даже на эту карточку сделать. И были суды. И самое интересное, что PSN все эти суды проиграл, и все эти деньги получилось, что люди заработали легально. Это было вообще смешно. То есть кто-то реально зафакапил где-то там внутри PaySend, да? Да, это даже не PaySend зафакапили, а зафакапили в Master и Visa. Это даже работало просто с Visa и Master. Люди приезжали в Беларусь, и просто там литовцы, у нас же без виз сделали для литовцев, латышей, поляков, они все ломанулись. И в Беларуси просто устроили такое рандеву, там все этими карточками. То есть денег в банкоматах не было, понял? В банкоматах не было, товары все выкупали, там бензин, шоколадки, топливо, все отгружали, белорусское, все вот просто разошлось, но... Карточки первые обрезали, а PSN, после того, как карточки, белорусские банки именно начали вот это вот обрезать, то есть вводить лимиты там, а PSN упорно 4 месяца давал работать и гонять сумасшедшие объемы. Это вот, ну, вот прям веселье было.
Окей, классно, интересная связка. И если сейчас вот человек слушает этот подкаст и думает, окей, мне интересно, все понятно, но ничего не понятно, с чего начать? Вот какой бы ты алгоритм дал? А ты как раз технически, у нас следующий вопрос будет про компанию, счета, вот это все как раз дополнишь. А ты сейчас можешь со стратегией, да, а ты уже с тактики раскроешь. Еще раз вопрос. С чего начать? Да, вот если я хочу, так как ты феерично хоботиться, где-то зарабатывать, искать связки, с чего человеку начать? Начать быть в рынке. Начать просто, если ты вот маломальски хотя бы зарегистрировался на какой-то криптобирже, например, да. Binance. Кстати, вот самый важный совет новичкам, не создавайте своих объявлений сразу. Продавайте крипту и покупайте крипту только по готовым объявлениям. И желательно смотрите, чтобы это были мерчанты с хорошей статистикой, а лучше, если это Binance мерчанты Pro, потому что это юрлица и ИПшки, которые ведут свою деятельность легально, и там залив грязи какой-то минимальный, да. То есть старайтесь минимизировать эти риски. Это в нашей сфере очень важно. Пробуйте, меняйте, считайте, что-то пытайтесь понять. Ну, если проще, обратитесь к нам. Окей, то есть, первое, это нужно разобраться. Самому, с вами, либо еще с кем-то, надо разобраться в предмете. Даже если ваши действия приводят к тому, что у вас банк уменьшается, значит, у кого-то этот банк растет. Ну да, рынок в этом плане. И вы хотя бы как со стороны потребителя должны понять рынок, потрогать его с точки зрения потребителя. Это тоже важно. С другой стороны заходить и смотреть, пробовать это. Окей, но если я уже первый шаг сделал, то мы переходим как раз к твоей теме. Да, с чего вот тактически, какой алгоритм действия? Ну, изначально ты работаешь как физлицо, там нужно тебе научиться. Вот как раз мы обучаем на зам, как анализировать, например, клиента. Мы пришли к тому, что ты уже умеешь, хочешь расти, хочешь дальше. Да. Самое выгодное сейчас на текущий момент и перспективное – это открытие спулки. Для открытия спулки, как и в другом любом То есть компании в Польше. То есть компании, да. Не знает. Тебе нужно иметь как минимум 2 учредителя, потому что если будет один учредитель, будет такая же история, как у СИП, у тебя будет ЗУС. Вот, что нужно иметь тебе технически? После открытия компании тебе нужно открыть банковские счета. Для этой деятельности их нужно иметь. А что еще для компании нужно? 2 учредителя, а как вот технически это происходит? Как технически происходит через нас, например. Для открытия компании нужно иметь песель, профиль Зофана, и в том и в другом мы помогаем. Открытие происходит онлайн. После открытия занимает, как правило, последние 3-5 рабочих дней. У тебя открыто юрлицо. Дальше нужно открыть банковские счета, как ранее говорил. Ты открываешь по поводу боли, например, белорусов. В связи с тем, что у нас санкционная страна, это страна с высоким риском, у нас ограничены банки, с которыми мы можем работать и как физлица, и как юрлица в дальнейшем. Вот. Граждане других стран, не санкционных, ни Беларуси, ни России, соответственно, могут спокойно открывать как можно больше банков. Чем больше у тебя банков, тем больше у тебя инструментов для работы в дальнейшем. Открывается банк, дальше тебе... После открытия фирмы нужно иметь бухгалтерию, которую мы также предоставляем. Бухгалтерию найти на самом деле не так просто, которая умеет работать с криптой. Вот. Мы работаем с бухгалтерией, которая уже умеет с этим работать и предлагает хорошие цены. И после открытия счетов мы уже при подаче на впис, реестр, должны иметь AML-документацию. Что это такое? AML-документация – это внутренняя документация, в которой прописано, как ты проверяешь клиентов, каких клиентах ты должен уведомлять ГИИФ, это Генеральный инспектор информации финансовой. Например, клиент подозрительный, ты его обязан ты должен уведомить. Об этом туда сообщить. Да. Например, тоже, если сделка свыше 15 тысяч евро, ты также обязан сообщить в ГИИФ, но плюс ко всему ты еще обязан потребовать источник происхождения средств. Например, у клиента. Да, контракт, например, машину он продал, вот этот именно договор. У тебя эта документация, плюс
тебе нужно... Когда ты сколько документации хранить должен, получается, правильно? Ты ж по всем этим сделкам клиентов... Есть как бы для того, чтобы все автоматизировать, есть специальные сервисы, например, самый популярный это SamSAP называется. При проверке клиента ты просто ему отправляешь ссылку. И он там по процессу проходит. Он проходит верификацию, тебе уже приходит отчет. Этот отчет можно и настроить так, что он будет ранжировать, если углубляться. Ты когда анализируешь клиента, он распределяется по уровням риска. Низкий, средний, высокий. Угу. То есть эта программа автоматически будет распределять. Если ты готов сам, это не запрещено законодательством, ты можешь сам, там проводится, есть тоже в документации анкетка, ты заполняешь по клиенту анкету, бальная система, там, например, белорусом работаешь, это высший риск, с поляком меньше, потому что Беларусь санкционная страна. И можешь хранить это в бумажном виде. Как ты сам настроишь? Может, цифровом. Может, цифровом, может, да. в облаке. В цифре вообще удобнее, наверное. Конечно. Да, это удобнее, но это стоит денег, соответственно. Небольших. Но небольших, да. И по законодательству у тебя должен быть нанят AML-офицер. Сейчас Именно нанят? Да, он должен быть в штате. Да, многие не знают, как раз будет полезно. Как должно быть по закону, например, я начну с того. У тебя должно быть их 3. 3? Да. Как на практике 1. Как сейчас чаще всего работают. Вот. Определенно должен быть договор. Вот, например, кто с нами работает, мы предоставляем шаблон договора умового працы. С этим AML-офицером? Да, с AML-офицером он нанимается. Этот AML-офицер должен пройти тоже обучение. Получить AML-сертификат. Сертификат, да, который в интернете он проходит, получает сертификат. А ты можешь стать AML-офицером или нет? Любой может стать. Так может вам надо просто AML-офицером самим просто становиться? Уже, да? Конечно. Вы уже офицеры тут. Вы уже офицеры, командиры, капитаны, да? Все в порядке. Главное, чтобы AML, да? Как законодательство придумало, так мы и сделали. То есть, основной момент, что в законодательстве написано, что у вас в компании должен работать AML-офицер. По контракту, да, в штате. По контракту. И ты такой, я собственник компании, я же стану AML-офицером. А вот про это. Да? Расскажи, интересно. По закону, конечно, если ты же учредитель и нанял себя как AML-офицера, это конфликт интересов, потому что AML-офицер... когда? Это, так, как правило, работают. Просто. Это не грубое нарушение. Это не такое грубое нарушение, когда мы, например, изначально консультировались там с органами, которые связаны с компаниями, которые давно уже работают, то проверяющий, например, рад, что он вообще есть по контракту. Потому что многие даже... Нет, да? Да, они, в принципе, могут не знать, что надо так. Что нужно его иметь. Вот. Я добавлю, у многих физических обменников Варшавы AML-офицеры отсутствуют. Нету, да? Да. Просто к ним еще не пришла проверка. Сложно ли стать AML-офицером? Вот такой вопрос. На самом деле, проходится этот курс, ты там отвечаешь на тест. Обучение ты имеешь в виду? Обучение, да, оно онлайн, там ты смотришь видео, там видео, оно даже с транскрипцией есть, там на разные языки. Окей. Стоит оно, разные есть варианты, от 50 злотых там, до 300. Ты можешь действительно Я думал, где-то 1000-1500 злотых. Нет, так это все гораздо дешевле. Да. Получается, студент может стать AML-офицером. Кто угодно может стать AML-офицером, там очень просто. Мой кот может стать. Да. Окей. Получается, паспорт есть. AML-офицер, и что еще? Давайте закроем этот технический круг. Получается, у тебя фирма, у тебя есть банковский счет, да. У тебя есть AML-офицер, у тебя есть AML-документация прописана. Да. Ты подаешься на впис. Лицензию. Да. То есть на момент подачи у тебя вот предыдущее должно быть. Ты подался, 10 дней, у тебя появляется впис. Да. В реестр. После этого у тебя следующая стадия, нужно зарегистрироваться на бирже. Как правило, Binance. Потому что есть ограничения сейчас. Биржа OKX, Bybit, например, с P2P там не работает раздел для фирм. Вот. Дальше идет регистрация в Binance. Мы в этом также помогаем, потому что это не так просто, как просто физлицу просканировать паспорт, сделать селфи. Это не то же самое. Это ты заполняешь AML-анкету. Как правило, ты даже если у тебя есть AML-документация, ты высылаешь им, что у тебя все есть. Они просят все равно их заполнить именно форму. Это не так просто.
по времени это занимает, ну и тебе нужно знать, как, ну, хотя бы в азах английский, потому что это все там на английском происходит, заполнение. И, ну, и информацию, законодательство своей страны, потому что там вопросы также. В данном случае Польша. Да, к примеру, там могут спросить, а кто у вас регулирует криптодеятельность в стране. На практике, ну вот я много регистрирую, многие вообще не знают, регулируют. Кто в Польше регулирует деятельность? Окей. То есть ты должен правильно ответить на их вопросы. Да, на их вопросы. Чтобы они поняли, что ты в адеквате. В адеквате, что ты понимаешь, да. Мы в этом помогаем. Что не индус какой-то, который там... Да, которого повесили там, ну, вписали где-то, да, в фирму в левую. Да, все верно. Вот процесс регистрации, он занимает на Binance, как правило, недели 2-3. Потому что они проверяют, они задают дополнительные вопросы, которые тебе нужно правильно ответить. И после получения уже регистрации, верификации ты можешь работать. То есть по Польше. Имея польские банки, регистрацию Binance, впис, ты уже можешь начать работать. Если так, от начала регистрации до получения верификации на Binance это занимает около 1,5 месяцев. Тут много моментов, на которые сложно повлиять. Например, регистрация Binance может растянуться и дольше. Это уже как бы их вопрос. Понятно, от них зависит, да, тут как бы... Да, и потом ты уже можешь получить тоже, мы помогаем тебе, статус P2P Pro. Он тебе помогает в чем особенность, основную комиссию. Да, комиссия конечно. У тебя будет меньше. Комиссия за что? Есть, добавлю я уже. У кого за что? Есть на биржах комиссии при обменах. Например, на Binance, на споте комиссия, как правило, 0,1%. Она то есть это то, что Binance берет себе за сделку? Да, да. От чистой твоей прибыли? Нет, от общей суммы. От общей, ого, сильно. 0,1. 0,1? 0,1. Процент? Да. Нормально Binance тоже там себе, да, чисто... Ну, у них объемы сумасшедшие. Копеечку если высчитать, то, конечно, хорошо они зарабатывают. Они также имеют этот процент практически на всем. Там на споте, на фьючах, везде, где происходят какие-то операции, они что-то себе откусывают. Это один из основных их заработков, который ниже, чем заработок просто на фьючах. Это, повторюсь, казино. То, что приносит самую львиную долю дохода Binance, поэтому думать, что там P2P какой-то сумасшедший заработок на фоне тех же фьючей, это для них мизер, копейка, для биржи самой. Многие биржи в P2P разделах убрали эту комиссию. Понятно, это просто как бонус для пользователей. Типа, пусть там меняются. Да. Это по сути... А мы будем на фичах зарабатывать. По сути, P2P раздел на бирже — это эквайринг для биржи. Это самый легкий путь ввода и вывода денег для пользователей. Мы же выступаем, по сути, эквайрами. Ну да. Мы помогаем людям максимально просто, без комиссии завести деньги и максимально быстро, легко вывести эти деньги с биржи. Да. Соответственно, основной заработок у биржи, он не P2P. Мы как бы компаньоны даже больше с биржей, мы им помогаем. Да. И они в нас заинтересованы, а мы в них заинтересованы. У нас синергия, так называемая. Если посмотреть на разделы биржи, то есть еще такие разделы, как OTC. OTC, как правило, это уже от $100 000. Закрытые разделы, куда не все могут залезть и посмотреть, кто там что сделает. Это уже серьезные обмены серьезных или фирм, или богатых людей, или людей, у которых вот деятельность на сегодняшний день там никак без крипты уже не обходится. Там, например, нужно оплатить там, в Китае там, на $10 миллионов что-либо. Мы не полезем покупать крипту в стакан. Мы не пойдем в P2P на 10 миллионов покупать, мы не пойдем на спот покупать на 10 миллионов, мы полезем уже в OTC. То есть это уже для крупных игроков отдельный раздел,
с отдельными правилами игры, с другими совсем заработками, но, повторюсь, это все тот же обмен крипта, фиат, то есть это вариация, но уже оптовая, скажем так. Там сделка может идти и неделю, документация, возможно, какая-то нужна будет кому-то. То есть это совсем другой рынок. И там другие заработки. Давайте про волшебство банков обсудим. Да, как раз. Ты что по польским банкам расскажи, какая ситуация? Потому что у меня обратная связь не очень, да, если мы за крипту говорим. И по волшебным банкам вот этим. Я сейчас не буду говорить, как мы открываем счета. Ну, это же ваша секретная тайна, за которую вы деньги берете. Да, но есть проблема именно с открытием счетов. Че ты смеешься? На самом деле секретных тайн особо и нету. Так расскажи. Как открыть счет в банке? Приходит, даёт документы. Тайна. Как именно мы открываем на фирму, потому что есть там определенный алгоритм, как это нужно сделать. Просто так, если ты добавишь себе ПКД-код криптовалюты там и придешь сразу, не знаю, там даже с определенным адресом популярным, тебе скорее откажут. Ты имеешь в виду адресом фирмы? Да, виртуальным адресом, как правило, все виртуальным адресом пользуются. И как бы в каждом банке есть список адресов виртуальных, которые в черном списке. Которые в черном списке, да. Если ты придешь с этим адресом, ты, соответственно, из адреса не откроешь в том числе. Вот, поэтому есть определенный алгоритм. Когда ты уже открыл счет в польском банке и решаешь работать по польскому злотому. С польским злотым. Польские банки не любят криптовалюту. Они, если пошли объемы, тебе, как правило, спросят... Ну, во-первых, тебе нужно уметь работать. Если тебе максимально нужно открещиваться, что это криптовалюта изначально, потому что... Типа, не дай бог, там слово крипто пролетит. Как работает в банках и на физлиц, на юрлиц, не человек же смотрит за операциями. Есть определенный робот, алгоритм. Когда тебе прилетает платеж с титулом, с назначением платежа, то есть Binance, P2P, и перелетает несколько раз, соответственно... Представляете, тебе придет инвойс Exchange from Binance, ETH, BTC, USDT, P2P. Все, сразу жди письмо. Если это не криптофрендли банк. Ну, это мы про польские сейчас. Или если польский банк, есть польские банки, которые на самом деле уже в открытую работают с профессионалами. Если просто у них там, видимо... P2P свой. Нет, у нас есть опыт с польскими банками, фирмы, которые в банках в польских уже знают, что это P2P. И они как бы не блочат, да? Не блочат, потому что предоставлена вся документация необходимая, а не легальная. И есть такой момент, что если банк необоснованно тебе закрывает счет, то можно подать в суд, да? То ты можешь подать в суд, да. Тут очень важно, я добавлю, чтобы банк понимал, что ты в рынке, что ты не создаешь им проблем, они точно такая же частная контора. Если блокируются счета правоохранительными органами, то имеют проблемы и они в том числе, страдают своей репутацией, кого они пустили к себе как клиента, не перепроверив. Если банк видит, что с нами проблем нету по какому-то течению времени, мы им уже даем в открытую всю информацию, чем мы занимаемся. Мы даем честное слово, что с нами и в будущем проблем не будет. В таком случае мы, наоборот, можем просить клиентов писать в титуле Binance, Exchange, потому что, вот, например, телефонный мошенник звонит бабушке и говорит, переведи деньги вот по этим реквизитам, и бабушке он говорит, обязательно укажи, что это обмен валют, криптовалютных на Binance P2P. Если бабушка скажет, а зачем мне это в комментарии указывать, скорее она уже начнет думать. Ну, короче, это как способ отсеять просто. Это опять же наша защита. Да. И если бы банки сразу бы на это шли, на самом деле бы грязи было бы меньше. Но предварительно мы должны наработать репутацию. И нарабатывается она путем все равно скрытия того, что вы криптой занимаетесь. А кто вы? Интернет-маркетологи или кто вы? Это секретная информация. Это секретная. Есть определенный код, который нужно, которым проще открыть. Адрес определенный. ПКД, это вид деятельности. Да.
И... Ну, смотрите, я ставлю ставку, что вы маркетологи, айтишники, project management какой-нибудь, консалтинг. Вот я типа в ту сторону. Кто знает. Но если что, айтишные сферы в банках идут под высоким риском. Да, я хотел сказать. Очень многим все, что ты озвучил, многие через это шли и всем отказы были. Да, и вот к нам часто обращаются те, которые, кто-то сам пытался, кто-то через другие просто юридические фирмы, которые не знают специфики, потом открыли фирму и нужно переделывать, например, потому что они счет не откроют. Их там на адрес самый популярный в Гугле закинули, а он, скорее всего, там 16 тысяч фирм, да? Как уже да, и в основном они почему там в списке, потому что с ними проблемы. Ошибки. Да. Да. А по банкам тоже, как и везде в Польше, может, заметили, все решают именно люди на местах. Да. И в банках то же самое. В определенном отделении могут сразу ему выповедание, то есть договор разорвать захотят. В каком-то попросят документ. Это тоже нужно понимать. И мы уже наработали взаимоотношения с банковскими сотрудниками, с которыми проще работать. Ты потом не... Мы ВКонтакте. Окей. Но вы им взятку давали или нет? Нет. Конфеты. Они же тоже заинтересованы в клиентах. Ну да, у них же открытые счета, оборот, правильно? Да. Только белые просто, чтобы были деньги. Волшебство в банках давайте еще обсудим. Как же все-таки есть ли свет в конце туннеля? Есть шикарные банки, прям максимально для нас комфортные. Они стоят денег. В плане обслуживания ты имеешь? Да, конечно. И открытие, и обслуживание, и ведение деятельности. Они сами будут требовать с нас большой экспертизы, большой отчетности. Но если мы профессионалы, то для нас это уже как расплюнуть. Мы это по-любому делаем. Если у нас большие обороты, для нас ежемесячное обслуживание, там, скажем, 1500 евро, это уже небольшая сумма денег, если мы вышли на такой уровень. Ну да. Опять же, открытие может стоить денег везде по-разному. Ну, о каких цифрах идет речь? Что значит? От 0 до 10 тысяч долларов. За открытие это счета. Официально может запросить банк. Опять же, есть банки, которые после собеседования могут называть разную сумму, могут отказать. Они этим самым пытаются, многие банки, отсеять непрофессионалов, потому что они не хотят иметь дело и проблемы с непрофессионалами. Крипто-френдли банки работают только с крупными, уже проверенными, знающими рынок, как правильно все делать игроками. И не белорусами, как правило, в последнее время сложновато. Да, эти требования, они с каждым днем, с каждым месяцем, с каждым годом все сложнее и сложнее становятся. Опять же, общая тенденция санкций, да, на белорусов накладывается. Белорусский паспорт все хуже и хуже котируется, в принципе, по миру. Это есть такое. Но от этого не уйти. Всем ли вашим клиентам, все ли они открыли счет в польском банке? Да. Можно ли вести? Все открыли, да? Но... Мне тут, знаете, какой вопрос? Можно ли вести этот бизнес в Польше? Не открывая польский. Не имея польского банка. Можно тебе открыть, например, всем известен Зен. Да. И там есть польский счет. Тебе нужен счет для оплаты польских налогов. Ну да. Соответственно, в злотых. Там открывается в злотых. Ага, и ты его просто указываешь в налоговой и платишь там с него налоги. Да, но если ты по нему будешь работать в плане P2P, работать неправильно, прилетит какой-то блокировка. Zen очень быстро блокирует, да, и можете попросить расторгнуть договоры, ты останешься вообще без счета. Окей. А с деньгами или они деньги там как-то куда-то тебе? Смотря какая ситуация, если там у тебя прокуратура, и прокуратура попросила заблокировать, соответственно, они будут в блоке. Они будут просто в блоке. Про заработки я же так и не ответил в цифрах. Давай. Да, про заработки. Так нормально ты вспомнил. Посчитал. Все это время. Через час 20, понял? Потом заберет. Нормальную котлету можно заработать? Можно сумасшедшую котлету заработать. Какую? То есть, если мы в этой сфере растем и развиваемся, например,
возьмем там какие-нибудь общеизвестные там онлайн-обменники, там, такие, которые листятся на BestChange, то там сотни тысяч долларов в месяц чистой прибыли, это гарантированно. Если ты залистен на BestChange и ты не зарабатываешь 100 тысяч долларов прибыли чистой в месяц, то что ты там делаешь и как ты там оказался? На BestChange залистено около 500 обменников на сегодняшний день. Туда не так просто попасть. Вообще не просто. Давай берем какой-то кейс попроще, потому что ты так прям газанул сразу. Давай как-то, вот простые, типа, вот у меня есть 5000. Более к реалиям. Да. Вот вы на BestExchange есть? Нет. Мы именно открываем фирмы. Кирилл работает именно... Anyway. Смотри, более к реальности. Например, возьмем там наш локальный польский рынок, злотовку. Возьмем какого-нибудь, скажем, топа, который вынимает пару тысяч долларов в день. Это мы берем раздел только P2P. То есть, это чистыми. 1060, да, ты в месяц, если ты топ рынка. Сейчас... Баксов. Да. Конечно, полгода назад эта цифра была больше, веселее, существеннее был процент. Сегодня есть конкуренция. Опять же, вот я тебе рассказал, ты сейчас замотивируешься, залезешь в этот рынок, соответственно, ты у него кусочек пирога заберешь. Но этот рынок растущий. И если смотреть на все графики, то чем ниже процент доходности, тем выше у нас обороты. Как правило, это очень нивелируется. С каждым днем, в принципе, людей, которые пользуются криптой, их становится больше. И рынок еще ни разу не столкнулся с тем, что мы бы покрыли, мы бы перенасытили, мы бы закрыли все потребности. Я понимаю, спрос типа превышает всегда чуть-чуть предложение, да, то есть можно работать. Рынок обменных услуг криптовалютных, он еще не столкнулся с каким-то глобальным кризисом. Любое кроме кризиса биржи FTX, ты имеешь в виду? Согласен. Это риски. Это риски, например, если ты бы... Ты понял про FTX? Не понял? Американская биржа, которая заскамилась. Биржа после Binance, это вторая биржа, которая заскамилась. То есть вот есть Binance, есть FTX потом был, и теперь FTX нет. Да, если ты там хранил деньги, да, люди пытаются выдернуть. У тебя были токены FTX? Нет. У меня, кстати, были чуть-чуть. Это больше на американский рынок. Она больше на американский рынок была, и я ее стороной обошел. Просто я больше скажу, до Binance все топовые биржи, они заскамились. Поэтому есть такой риск, это риск... Нюанс. Да, нюансик, что завтра ваш капитал может быть заблокирован, поэтому нельзя хранить все яйца в одной корзинке. Да. Это грамотная работа в нашей сфере, то есть капитал должен быть распределен между, по крайней мере, разными биржами, должен максимально разносторонне вестись оборот средств на разных банках, потому что если где-то что-то одно отлетает и мы теряем, то мы не выбываем из рынка. Вы не выходите из игры, да? Да, с нашей доходностью мы это компенсируем. Это одномоментная просто печаль, и она легко компенсируется со временем. Окей, что еще по кейсам? То есть вот у меня 20 тысяч злотых есть. Я простой человек, я заработал их на заводе, 20 тысяч есть. Хочу крутить, допустим, сначала как физлицо, а потом масштабироваться там уже ИП или сразу компанию, вот как физлицо. Сколько я могу за месяц заработать? Вот такой вопрос. Если я делаю как-то там более-менее по технологии. 5 тысяч долларов. 5 тысяч долларов? Это 5 тысяч где-то. Да, если ты... А какой у тебя паспорт? Давай с этим начнем. Украина. Паспорт. Это шикарный паспорт. Хороший, да, паспорт? Белоруссия тебя скажет. Лучший. Пару тысяч ты спокойно заработаешь, это если даже ты... С пятерки. Вот. Да. У меня пример вот. У нас много... Это как новичок? Да, вот как новичок. То есть мне не надо там, прям сумасшедший эти, вот как новичок. Даже ходя на завод, я тебе скажу так, пару тысяч ты сможешь заработать. Прокручивая как бы. Да, я живой пример. У нас много работает, с нами работает, точнее, много друзей, которые по сарафану там услышали. И как раз 5000 банк за прошлый месяц назвали $2300.
$2300. Да. Да, у человека был 5 банк. Да, это у них юрлицо, это минус бухгалтерия. То есть, и то есть еще расходы какие-то? Это чистая именно прибыль. Окей. Соответственно, выручка, если 2300, то они с этого еще там, сейчас я вам скажу, где-то там 3-500 они как бы заработали всего, да, потратили на бухгалтерию, на адрес, на еще там что-то, и вот там 2300 осталось. Ну, наверное, даже не так. Они новички. Это новички. Это ребята, которые, даже я тебе скажу так, они решили сразу начинать работу, изучив теоретическую часть под корень и начать работать со спулки. То есть они большого опыта в обмене как физлица решили не получать. Угу. Как ты считаешь, это правильная стратегия или нет? Она имеет место быть, но я все-таки, они очень грамотно к теории подошли, очень скрупулезно. Они мониторили чат, они какие-то сделки, как потребители, сами изучив интерфейс на биржах, они совершили. То есть они были готовы, и интерфейс был изучен, это тоже важно. Но скорость их работы, анализа, она крайне низкая на сегодняшний день. То есть ясно, что они покажут еще больше результат, еще лучше, сильнее, выше, быстрее, как говорится. На сегодняшний день они новичок-черепаха, которая... От новичка до среднего уровня сколько, как ты думаешь, по твоему опыту, времени должно пройти? Ну, активной какой-то работы времени. Тут не нужно учиться годами, месяцами. Понятное дело, что мы с каждым днем получаем какие-то новые знания, но основной базисный такой фундаментальный объем знаний мы получаем за 2 недели. Тут очень быстрое обучение. То есть 2 недели, и я спокойно тебя могу назвать про-игроком. Про или средним? Потому что для меня про — это уже прям про. Кто же тогда те, которые там 2 года в этом варятся? Они уровень бог? Есть ребята, которые там 2 месяца погружаются в работу, и до сих пор они уровень не про. А есть ребята, которые на 3-й день, потому что у них было уже касание, они уже, там, условно, 17-го года он там был майнером. Он в теме, он понимает, да, суть, контекст. Да, он не вел больших операционных задач в крипте, но когда-то он сталкивался, да, с обменом, у него есть какие-то регистрации, у него есть какое-то понимание, но есть люди, которые из бизнеса, да, то есть они улавливают эту суть, как вести там спулку, как вести налоги. Быстрее, да, есть люди, которые с бизнесом были не связаны, им нужно отдельно эту всю сферу разжевывать, но как правило, усредненно 2 недели достаточно, чтобы ты был жизнеспособным, скажем так, автономным уже игроком. Если мы там, условно, без суппорта тебя отпускаем уже в плавание, ты сможешь работать стабильно. 2 недели этого достаточно, чтобы понять суть бизнеса и суть всего ведения. Окей. Понял. Давай прохладные истории какие-то еще и подытоживание. Прохладное, наверное, именно посадили нет. Самое прохладное из того, что было, это ты ждешь разблокировки денег. После того, как тебя вызывает прокуратура, например. Вот как это выглядит процесс? Что значит вызывают? Вот этот процесс они тебе рассказать. Там в пейджере пишут? Сейчас расскажу. Вот ты продал, тебе приходит блокировка на счет, точнее, обычно на сумму определенную. Ты находишь эту сумму по ордеру. Видишь этого человека. Рассматриваем вариант, когда его обманули, он пошел в полицию, написал. И ты можешь с ним связаться, например. Кто-то не выходит на связь там в Binance, в чате. Кто-то выходит на связь, да, меня обманули, там, я написал заявление. Вот. После этого ты получаешь письмо из прокуратуры. То есть физически тебе приходит письмо. Да. День добрый, запрошаем. Да? Да, но момент такой, что когда тебе заблокировали счет, до момента получения письма можешь ждать очень долго. У нас есть письмо, специальная форма,
который ты можешь ускорить этот процесс, которым ты, например, в Польше банки на 72 часа максимально могут блокировать без объяснения причин. Потом они либо разблокируют, либо подают в прокуратуру. Это в теории. На практике банки превышают. На практике превышают, делают, и хотят, как раз-таки там в письме написано, что если общими словами вы мне заблокировали больше, чем на 72 часа, по такому-то закону вы должны разблокировать. Если не разблокируете, то сообщите там, в какую прокуратуру. Потому что проблема, когда тебе заблокировали в прокуратурой, узнать, что это за прокуратура. Типа, где она, какое отделение, они тебе по телефону в банке скажут просто, прокуратура заблокировала, а какая, они не знают. И ты должен как бы найти эту вот именно прокуратуру. контакт-центр не будет знать. Понял. Ты пишешь это письмо, и они тебе быстрее, ты получаешь прокуратуру эту уже свою, в которой отправлено дело, и тогда, как лучше, сразу связываться с человеком, который ведет это дело. С конкретным инспектором, да? Да, с инспектором, который тебе, ты набираешь, вот я такой-то, такой-то, номер моего дела тебе дают, такое-то дело, вот занимается это. Там, здравствуйте, хочу там дать пояснение. Можно что? То есть ты наперед сразу связываешься с этим человеком, не ждешь от них письмо, сразу давайте быстрее. Тут основная проблема, ты-то денег не лишишься, но ты потеряешь время немного. Чтобы это все быстрее решать, ты на опережение работаешь. Понял. Ты сам узнаешь и предоставляешь им, изначально на e-mail там можно высылать, они запрашиваешь на какой e-mail подтверждение, что я рассматриваю, что ты как физик, например. Скриншоты из сделок, ордеров, подтверждения. Там, если ты провел уже эту сделку, она была какая-то сомнительная, у нас и там вопросики позадавал, например, не инвестируете ли вы куда-то? Она написала тебе нет, не инвестирую, потому что ей там сказали ответить так. Все подтверждения с твоей стороны, что ты абсолютно честно продал, высылаешь, и уже ждешь. Дальше тебя в любом случае должны опросить лично. Дистанционно нельзя. И после... То есть ты приезжаешь туда физически в отделение прокуратуры, заводят в комнату, ты общаешься с инспектором, да? Да, с дознавателем, скорее там. Это такой типа менеджер, я понял. Да. И... Бизнес-ассистент. Да, собирает инфу. Собрал инфу, уже инспектор. Представляете, инспектор с каждым будет общаться. Да, и ты там общаешься, но общаешься не так, час минимум. Это все не быстро проходит. И на польском, соответственно, надо. Мы помогаем там, например, если с польским у нас юрист поляк, но... Ты можешь, так как бы прийти с... Я могу, да, потому что это проблема, если ты не можешь разъяснить. Даешь показания, и дальше ждешь как бы... Решение. Да, ты уже больше скостил. Ты уже ускорил там минимум там сколько-то этапов. Да, скостил срок, да. Хорошо, подчеркну самое важное, деньги не потеряем, деньги только вмораживаются. Пример холодной истории. Прохладной. Я бы даже и холодный называл. Холодный — это когда кого-то замочили, понял? Да. А прохладный — это, Давай холодную. Когда больно. Ладно, прохладная, хорошо. В общем, у нас есть клиент, он же там коллега по цеху, он вырос в то, что уже даже конкурентом отчасти нам стал. Он начинал свой бизнес с того, что он не зарегистрировал ни одного польского банка, указав неправильный вид деятельности. Дальше уже пути обратно у него не было. Он пошел по пути регистрации Необанка. Он залил на Необанк рабочий капитал около $60 тысяч. Поработал пару недель, и ему пришел блок от прокуратуры. Был заявитель, полька, около 60 лет ей. Она весь этот капитал ему и залила. Офигеть. Получается, вся его оборотка зависла на этом счете Необанка. Получается, эту польку кто-то заскамил, правильно? Да. Она пошла, написала заявление. Естественно, тех, кто заскамили, уже не найти. Это они могут находиться вообще, бог знает где и кто они, и как. Вообще на сегодняшний день таких инструментов нету. Это крайне сложно. Но есть сам факт, есть заявление, есть блокировка счета. Он в прокуратуре полностью показал, что у него есть впис, так называемый криптолицензия на сегодняшний день, что вот у него
полностью легальная деятельность, у нее есть AML-офицер, у нее есть вся соответствующая документация, прокуратура его выслушала, и вот дело уже длится месяцев 8, потому что прокуратура и вообще, в принципе, полиция в Польше работает крайне медленно, кто сталкивался, я думаю, знает. И это дело может длиться и еще 8 месяцев. После окончания дела его признают, естественно, невиновным, все разблокируют, все будет хорошо, но мы имеем блок, мы имеем то, что деньги заморожены. Ну да, на 1,5 Нас года. не вызывают в прокуратуру по 10 раз, достаточно там 1 раз, 2, 3 максимум. Это вполне достаточно, и проблем мы как таковых больше не имеем, кроме как в мороз нашего счета, рабочий инструмент и денег на нем. Ну и как заметил здесь, вот не было проведено анализа. 60 лет только, там может быть даже... Подозрительно. Ну это супер странно. То есть он... А вы спрашиваете возраст человека или нет? Когда мы в документах документы видим. должен. Мы когда верифицируем, Ваши документы видите. мы по Ну да, полька, общеевропейскому... которая где-то там заливает, ну это... Да, мы по общеевропейскому закону, когда сделка свыше 1000 евро или это часто наш контрагент, или у нас есть подозрение, да, мы обязаны по общеевропейскому закону МИК проводить верификацию, запрашивать фото документов. И, естественно, мы проводим глубочайший анализ, на уже основе этого задаем вопросы, анкетируем. Окей. Ну, так правильно, да. Подведите, пожалуйста, резюме вот по открытию фирмы, да, по всему алгоритму. Это же и есть как раз ваша услуга, правильно? Ссылку на которую на сайт, да, и на ваши там инстаграмы мы внизу под видео оставим. Ну, если первое, получаем песель, открываем фирму, после открытия фирмы открываем банковские счета, далее разрабатываем AML-документацию, устраиваем AML-офицера, подаем на впис в реестр виртуальных валют, и после вписа нужно будет зарегистрироваться в Binance. После регистрации в Binance все готово, уже можно работать. Можем крутить первый. Теперь моя часть, это его была часть. Да, и твоя как раз. Да. На меня уже ложится полное обучение, регистрация, начало как физлица. То есть параллельно, пока все идут вот эти юридические процессы, мы уже работаем, мы уже учимся как физлицо. Пока настраиваются все эти рабочие инструменты, мы нарабатываем опыт как физлицо. Еще мы делаем, Артем забыл добавить корпоративную почту и сайт, потому что это тоже очень важно, это по закону должно быть. Мы проходим все вот схематозы, связки, все инструменты, я рассказываю, что было раньше актуально, потому что вот этот весь багаж знаний, что было, но сегодня не актуально, он может заработать в любой момент. И мы должны как можно больше информации впитать, чтобы во время какого-нибудь нестабильности на рынке мы могли вспомнить, что тот-то инструмент, который сейчас уже не актуален, он, возможно, сейчас даст нам там самую высокую прибыль. А под инструментом подразумевается какая-то платежка, либо какой-то там а-ля, я не знаю, револют, знаешь, конкретно, или что такое? Что такое инструмент? Да. Есть, были даже такие случаи, когда банально перевод через почту давал супервысокую рентабельность. То через есть, почту какую? Польскую? Через польскую, через белорусскую. Окей, понял. То есть есть даже такие вот, если мы знаем, что это возможно во время какого-то вот... То есть я понял, кто вы, и вот сейчас в конце. Вы современные валютчики, поняли? Вот есть криптовалютчики добавлю. Да, есть валютчик, а вы типа современный диджитал-валютчик. Обменный пункт, который ищет еще всякие нестабильности на рынке. Да. Можно быть классическим обменным пунктом, вот просто действовать как вот принято вот в этом рынке, открыть физическую точку, сделать себе кассу, там сесть, купить машинку, которая считает деньги, там и сидеть и просто менять. На потоке. И сидеть. Больше нас может ничего в этой жизни не интересовать. Может, мы пойдем по пути креативным. Да, креатива, мы постоянно что-то думаем, ищем, тестируем гипотезы. То есть кто на что гораст, каждому свое. Тут у нас в чате есть люди, кто там занимается только оплатой автомобилей. Вот это по-любому связано с криптой, и все, кто к нам заходили в чат, вот кто занимается оплатой автомобиля, они там
через час уже писали, что, ребят, мы вот уже просто прочитав там наш паблик, мы уже отбили вход, потому что мы поняли, как можно оптимизировать нашу работу и вот где еще дополнительно можем получить прибыль на оплате автомобилей США. Потому что, оказывается, вот про этот маневр мы не знали, про эту связочку. Есть кто сейчас у нас делает апки в Телеграме по обмену крипто-крипто. То есть онлайн-обменник, апка будет в Телеграме, ребята айтишники, они вот занимаются разработкой этого приложения. То есть очень разносторонние все люди, каждый там пытается что-то свое там двигать, но общее связывающее нас это все-таки услуги по обмену. Даже если это обмен крипто-крипто, то это все равно услуги по обмену. То есть такая у нас тенденция. Хотелось бы, может, поработать с какими-нибудь проектами, которые хотят свою монету или токен. Очень хочется, даже, возможно, дойдем до того, что сами запустим свой токен или монету. Если есть кто, пишите, будем рады посотрудничать, поработать, попартнериться. Расскажи, про отчетность точно. Это такой тоже важный момент. Его ввели как раз с этого года. Все криптокомпании. С 2024 года, да? Да, так получается. Первый мы отчитывались за 4-й квартал 2023. То есть до 20 января, да? Да, до 20 января. Каждая криптокомпания, каждый квартал подает отчетность до 20 числа, следующего за окончанием квартала. Что туда 4 входит? отчета в год, получается. Да, 4 отчета в год нужно подавать. В первую очередь тебе, чтобы его подавать, нужно приобрести крипто-подпись. Ой, крипто уже тоже. Электронный? Подпись электроничный. Подпись квалификованный. То есть флешку, либо это можно через приложение, чтобы тебе зарегистрироваться на их портале ГИИФ. Регистрироваться на портале ГИИФ тоже... кому-то сложно, мы в этом помогаем. После регистрации, там где-то на следующий день ты уже можешь подавать и предоставляешь информацию. Ну, если вкратце ты описываешь, какой объем сделок у тебя был, какое количество клиентов, какое количество под низким риском, средним, высоким риском, граждане Польши, не граждане Польши. Ты прям должен всех их посчитать, дать им аналитику такую? Да, но у нас, например, как мы работаем с бухгалтерией? У нас бухгалтерия один из помощников и вариант снижения цены, потому что бухгалтерия, если ты даже найдешь крипто-бухгалтерию нормальную, она тебе будет космические деньги. То есть ты же каждый платеж она должна провести. Ну да. Это очень дорого выходит. Да, каждая транзакция. А сколько транзакций у вас там в месяц? 1000. 1000 транзакций, ну да. У тебя, например, да? Тысячи. Ну, конечно, есть UTC рынок, где могут быть и десятки транзакций за месяц, и ты будешь зарабатывать очень немаленькие деньги. Но... я имею в виду тот 1000, рынок. Вот, да, например. Окей. И что ты им подаешь еще? Что ты еще у нас тоже прорекламирую чат. Кто в закрытом чате, у нас стоит 650 злотых в месяц нетто. 1150, если так, сторонние. Не из чата, да. Не из закрытого чата. Но там ты просто заполняешь табличку по каждой операции в Excel. Она разработана уже. И бухгалтерия просто на основании твоих данных считает, у тебя фиксированная цена, там 650 нетто в месяц, и все. И помощник, помощник ГИИФу, то, что ты можешь там дополнительно записывать все данные туда. И потом статистику. Да. Либо есть еще онлайн, который API, да? Да, хотел. Давай говори. У нас так получилось, что участник нашего чата, айтишник, разработал даже софт, который через API-шку вытягивает все данные, например, с Binance, да, и эта табличка заполняется. Окей, классно. Давайте финальные пожелания и заканчиваем. Не бойтесь работать с криптовалютой, есть уже проторенная дорожка. Можно это делать легально, будем рады вам в этом помочь. Особенно в Польше, да? Ребят, не бойтесь работать с криптовалютами. Самое главное, что вы должны понимать, что будут красные рынки, будут потери, биржи будут скамиться, все вокруг будет происходить в крайне, там, скажем, с негативном ключе из СМИ. Я скажу, для нас это время возможностей. Мы, как
обменные услуги, мы всегда зарабатываем, мы всегда смотрим, просчитываем прибыль наперед. Если мы эту прибыль не видим, мы просто не работаем. Поэтому не бойтесь, время возможностей еще будет впереди, когда рост и падение – это наше время. Ну, так, аплодисменты. Друзья, спасибо за просмотр этого видео. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Внизу под видео вы найдете все контакты нашего героя и на его продукт, если вам нужна услуга, и в целом на него, там, в том числе на его институт. Пишите вопросы в комментариях, что вам еще интересно узнать. И хорошего вам бизнеса в Польше. Если вам нужна помощь в регистрации компании, открытии ИП и бухгалтерии, тоже пишите нам, все ссылки в описании. Попадки!